Проживание старших и младших арканов для тех, кто хочет начать свою жизнь с чистого листа. Ну что, девочки, мальчики, я вас приветствую. Всех присутствующих, да, приветствую вас в основных пространствах нейроведьмы. Я такая немножко, знаете, в потоковом состоянии чуть-чуть вещаю, потому что я только что просто записала вам лекцию на манифест. И она длится 2 часа 30 минут, и там плюс еще медитативные практики. И я такая немножко в состоянии прострации, знаете ли, но я что-то решила, что я уже немножко добью это состояние, раз я вывелась в состояние потока. Посмотрим магию, да, посмотрим магические трансформации, посмотрим, что уже сейчас, что у вас наработано, да, как вы это применяете, как можно что-то уже сейчас на данный момент изменить в вашей жизни к лучшему. Вот. И поэтому, когда вы будете смотреть расклад, вы определите свои цели. И лучше, чтобы это были цели в практиках, цели магического характера, да, цели, допустим, там исцелить какую-то ситуацию травмирующую, еще что-то. То есть мы посмотрим, насколько вы в магии, насколько вы умеете применять искусство магии, насколько магия есть в вашей жизни, да. Может быть, у вас какой-то ступор, да, что-то не получается, у кого-то читать пространство, у кого-то что-то не работает. Это абсолютно нормальная история. Ну, как бы я рассказываю в манифесте, как делать так, чтобы оно работало, и когда работает, и когда нет. Но вполне возможно, вы еще не знаете про мой супер магический проект, которого просто нет на просторах YouTube и никогда не появится, потому что все запускается на энергии создателя. Вот. А как бы меня повторить достаточно сложно, поэтому я не переживаю по этому поводу. И, собственно, меня сами высшие силы, наверное, призвали, да, для того, чтобы я вам все это структурировала достаточно грамотно. Что такое магия, как это работает, как это все происходит, да, почему, с кем-то выходит на связь, с кем-то не выходит на связь. Ну что, давайте смотреть. Итак, магическая трансформация, и работать будем на колоде Таро Барбары Мур. Я знаю, что вы хотите все богов греческих, олимпийских, но колоде немножко нужно отдохнуть, потому что она стала у меня тут разбрызгиваться чуть-чуть энергетически. Надо я выспаться. Или, собственно, окурить ее какими-то благовониями, да. Вы знаете, что на этом канале я очень тщательно и трепетно отношусь к магии, потому что я практикующий специалист именно с наработанными каналами. Там та информация, которую я сообщаю, она часто, знаете, бывает в таком потоке, что ты даже не понимаешь вообще, по сути, как так случилось, что мы с вами обладаем такими высокими доступами. Я очень тщательно забочусь о своей энергии, поэтому на моих каналах практически не бывает грязи. А если она случается, то по большей части от конкурентов в комментариях, потому что у меня прекрасная аудитория, я вам безумно благодарна за счет того, что... благодарна, в общем, за то, что вы поддерживаете чистоту пространства. Правда, знаете, я могу немножко заговариваться, но по той причине, что я сейчас просто выплеснула огромное количество энергии. Но, однако, все у нас с вами получится. Итак, первый вариант зеленый, второй оранжевый, третий синий. В инфобоксе время начала вашего видео, там же спрятаны все ссылки на мои очень крутые проекты и продукты. Окей, единички, что, я вас приветствую. Смотрим происходящее с вами. Да, пишите мне в сообщениях: Анна, 2 недели до календарной весны. Но это если вы смотрите мне в моменте, потому что расклады актуальны, неважно, когда вы их смотрите. Знаете, я тоже ее жду. У меня в этом году случилась инициация, что у меня была самая настоящая зима. Я устала от снега. Я, как вам сказать еще, не погрузилась в эту стадию смирения, когда нужно обязательно там пуховик приобрести. У меня он только энергетический. Мне очень хочется, конечно, чтобы этот все период сменило яркое солнышко. Ну что же, что там температура там, да, какая у нас по больничке? Рыцарь мечей, но он перевернутый. Есть ощущение, что вы немножко себя задолбали. Может быть, вы ушли слишком в состояние «мне надо», да, то есть мне не нравится, у меня нет силы, у меня нет ресурсов, я себя заставляю что-то такое делать.
рыцарь мечей перевернутый, чтобы вы там понимали. Может быть, вами пытаются руководить и вас направлять. Может быть, в вашем окружении есть люди, которым, как кажется, они знают лучше, да, что вам делать, как вам жить, каким богам молиться, соответственно, понимаете? Кашу с каким топпингом есть на завтрак и прочее такое. Прочее такое. Сейчас просто вот небольшая такая, знаете, аналитика, как же вы управляете своей жизненной энергией, соответственно. Мы сейчас посмотрим с вами, какие же изменения вам необходимы. Поскольку работаем на прямых позициях, я думаю, что расклад будет достаточно добрый. Вам действительно необходимы изменения. Это карта силы, которая как бы намекает, да, намекает о том, что в твоем окружении внутреннем, да, на ментальном пространстве есть драконы, есть хранители. А может быть, сам по себе гон дракона подразумевает, что ну пора-то уже, собственно, проявиться, да, сейчас вот опять очень модная тенденция проявленности, всем это проявляться, что считается же еще, что год дракона — это год кармы, да, что потопаешь, что и полопаешь, то есть если у тебя есть талант, что ж ты не проявляешься, да, там, если у тебя, допустим, родовые способности в магии, почему ты это все не практикуешь. Вот здесь, вот, понимаешь, твои драконы спят немножко, но при этом нервничают, потому что мы смотрим, что тебе нужно изменить. Твое понятие и восприятие силы. А что же ты про нее думаешь? Ты ее очень сильно давишь. Уж прости, я не буду переворачивать туз мечей, и на самом деле очень много спрятаны внутренние силы, и такое ощущение, что ты как будто ей не доверяешь, да? Может быть, даже несколько не доверяешь миру, потому что тебе кажется, что он тебе вообще не союзник для того, чтобы открыть эту силу, для того, чтобы ее трансформировать, для того, чтобы, опять же, выпустить ее наружу. Ты пытаешься себя слишком сдерживать, пытаешься быть в балансе, да? То есть даже если я ищу какие-то теневые представления и какой-то, знаешь, тьму, типа, да, я сейчас пока не могу выбрать, кто я, свет, тьма, зеленая, коричневая, потому что в твоей ментальности пока присутствует понятие дуальности, да, либо хорошо, либо плохо. Дьявол сидит за левым плечом, ангел сидит за правым, да, вот такой момент, и мы, короче, вот такое ощущение, что мы не хотим быть ни на чьей стороне, поэтому мы их обоих затыкаем, да, то есть если они спорят относительно нас, нашей души, то мы это не слышим. Мы это не слышим, такой вот момент, что мы пытаемся заткнуть ту силу, которая рвется наружу. Да, мы же смотришь, что-то в зеркале интересное отражается, ты такая: нет, я туда смотреть не буду, да. Или, например, попадается какая-то информация про магические практики: ой, я туда там, короче, не пойду. Или, допустим, там то же самое проживание арканов и нейроведьмы, а мне туда страшно, да. Но при этом, смотри, все равно присутствует какой-то зов, и явно есть ощущение, что тебе это все интересно, потому что у тебя колесница, которая говорит о том, что, слушай, ну пора же идти дальше, да, пора осуществить этот переход все же. И самое интересное, понимаешь, что у тебя нет блоков. Ты просто туда не идешь. Да? Вот твои блоки — это, наверное, про то, что ты тратишь большое количество жизненной энергии на удерживание внутренней твоей силы, понимаешь, которая готова и жаждет проявиться. Мне кажется, что мне нужно даже иногда расшифровывать, что такое сила, да, что такое, когда она проявленная, когда не проявленная, потому что многим, правда, непонятно. Вот. Но сейчас явно у тебя есть потребности, да, понять, потому что, например, мне задают часто очень вопрос, собственно, как вытащить ресурс из твоей тени, если я из своей тени, если я уже научилась быть плохой, но мне типа от этого еще еще хуже, да, становится. Ну, то есть как бы понятно, что человек сам себя в этом обманывает. Я не могу сказать, что есть какой-то универсальный метод, это просто, наверное, про то, что я в раскладах многие даю подсказки, как это сделать, потому что это всегда индивидуальный путь. То, что подходит одному человеку, не подходит другому. Ну, давайте, все-таки такой сложный момент преобразования, потому что я как бы не особо алхимик, но однако посмотрим подсказки, что вам нужно делать. Вам действительно нужно преобразовывать, потому что вот девятка жезлов, это говорит о том, что вы что-то делаете, ну, как будто ваши результаты, они сейчас минимальны, да, я что-то пытаюсь, условно свою тьму там трансформировать в свет, или, допустим, у меня очень много света, я боюсь тьмы, но, короче, смотрите, какие-то усилия, они у вас, по сути, минимальные. Да? И вы тратите прям большое количество там прям сопротивления, вы очень сильно сопротивляетесь. Я знаю почему, потому что ощущение, что вам как будто противостоят ваши предки, да, ваша родовая история, которая говорит: не лезь туда и не иди.
Что нужно преобразовать? Ну, это, знаешь, какая-то внутренняя ментальная сепарация, когда мы нашим ментальным маме, папе, там, родовой системе говорим: мам, папа, все хорошо, я справлюсь, не надо меня удерживать, все нормально, у меня есть опоры, да, на себя. Рыцарь чаш, можно я буду жить такой жизнью, как я хочу, можно я буду делать то, что меня зажигает, включает мою любовь к сердцу, я вас люблю, но у меня свой путь. То есть вот здесь вот какой-то, смотри, должен быть момент некой ментальной сепарации. И что же тогда тебе говорят твои предки? Потому что здесь предки удерживают. Ну, то есть смотри, они надеются, конечно, что ты справишься со всем, правда. Это не потому, что тебе, знаешь, там говорят, что ты не справишься, там, и не надо тебе туда, и что же ты делаешь. Слушай, здесь ощущение, что есть хранитель мужчина, который слишком жесткий, слишком категоричный к тебе. И вот как раз там нужно договориться. Но при этом, знаешь, это все делается из любви, по большей части. Хорошо. Умеешь ли ты как раз трансформировать сейчас вот эту всю энергию? Нет. Ну, это такая рандомная история. Когда-то у меня это получается делать, а когда-то нет, потому что паш чаш у нас перевернутый, и мы можем говорить, а вот другие люди более счастливые, им дается больше, чем мне, да, что-то со мной не так. Потому что ощущение еще обиды. Паш чаш перевернут, это немножко такая, знаешь, инфантильная позиция, когда мы оба надули, что нам действительно что-то не дается, что мы стоим, допустим, перед большой дверью, а эта дверь нифига не открывается. Мы обиделись. Мы обиделись, потому что, в принципе, смотри, все как бы думали, что мы эту дверь легко откроем, потому что он говорит, да, у тебя все получится, а у нас не получается. А вот как-то помощи какого-то наставничества сильно мы не видим. Ну почему? Потому что вот как бы ваши вот эти наставники магического плана, магического характера уверены, что вы справитесь. Они реально уверены, что вы справитесь. И вот если вы с этим всем справитесь, что же вы получаете здесь? Что получаете? Иное, наверное, понимание, да, иное видение этого мира. Потому что вот в этом контексте повешенный не означает, что ничего. Повешенный означает вообще другой взгляд на ситуацию, другой взгляд, там, не знаю, на мир. Это, например, как у меня в медитации на проживание старших арканов, там нужно просто голову повернуть в другую сторону, развернуть, да, и тогда тебе станет понятно, что же написано в книге. То есть ты какие-то знания точно получишь, понимаешь? Точно получишь. Такое ощущение, что ты правда стоишь на пороге, да, двойка жезлов. Потому что ощущение, да, что тебе пока еще сложно пройти, и ты такой прям сильно обижаешься. А чего ты хочешь от своего магического пути? Что хочешь-то? Ой, как все. Я хочу всего и сразу, да, 8 жезлов. Я хочу, чтобы открылись дороги, я хочу, чтобы у меня был очень классный, мощный коннект взаимодействия с богами или с кем ты там пытаешься работать, да, хочу всего и сразу. А по факту, что мы получаем сейчас? По факту получаем закрытие дорог, разочарование, короче, такое ощущение, что нас разворачивают с какого-то пути, который сейчас не является нашим. Не является нашим. А наш путь, вот мы видим, да, что мы прям саботируем. Итак, наша магическая энергия. Что мы делаем для изменения и трансформации? Она, правда, должна быть выплеснута, понимаешь? Она спрятана у тебя. Смотри, как она спрятана. Ну что, котик, смотри, здесь, видимо, магическая энергия, либо здесь у нас пробитые низы, но я тебе говорю, что это как-то связано с предками, может, защитой предков, знаешь, может, пробитая у нас корневая чакра. Я, кстати, недавно делала диагностику в закрытых раскладах на чакры, может, тебе туда нужно посмотреть, потому что, смотри, сама по себе 4 мечей говорит о том, что нас как раз блокируют вот эти наши закрытые чакры, то есть вот наша энергия магическая, она не функционирует, потому что там блоки, и она, получается, не поднимается дальше. Она застряла там, достаточно, может, болезненно, знаешь, может, проблемы по-женски, может, сам тебе почки фонят, либо еще что-то. Для того, чтобы разблокировать магическую энергию, посмотри, как ты можешь мощно ее сделать. Она какая-то у тебя мощная, неуправляемая, яркая, да? Тебе вот все-таки работать с нижними чакрами. Вот смотри по 4. У тебя вот такое ощущение, что вот оно прям перекрыто. Вот это прям замок такой. Знаешь, замок. Есть ли у тебя вариант его снять?
Вот такое ощущение, что, знаешь, как будто вот родовая система тебе не очень может помочь, потому что, может, они-то ее и повесили, понимаешь, что ты там вот туда не развивалась, потому что говорят, что ни к чему хорошему не приведет. Так они просто за тебя боятся, переживают. Но при этом, да, ты можешь попросить помощь со стороны, чтобы тебе помогли, или сама там заняться тем, что ты разблокируешь как раз свои энергетические центры. Тут, кстати, еще может быть привязка, да, привязка, знаешь, как остуда, чтобы тебя там не видели. И вот как бы у тебя вот эта вот мощная энергия как раз вот этой женской матери Земли и прочее, да, прям либидозная, она у тебя заблокирована, как там, знаешь, как ледяная роза просто. А тебе надо ее оживить. Вот тогда будет трансформация энергии. Так, ну что, двоечки, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Смотрим трансформацию магической энергии. Как вы ее определяете, это дело ваше. У меня есть свое определение магической энергии. В манифесте даю, что это такое. По сути, это подключение внешних источников с вашими внутренними. Обязательно коннект должен быть. Вот мы посмотрим, как вы взаимодействуете с миром, с собой, насколько вы понимаете свое энергетическое состояние. Что там, температура по больнице? Да что ж такое, опять девятка жезлов. Ну, в принципе, знаете, мне кажется, что с точки зрения колеса года это вполне естественные процессы, когда нам не хватает, да, когда у нас нехватка. Нехватка изобилия, нехватка стабильности, нехватка уверенности в себе. Но опять же, девятка жезлов — это про то, что мы все-таки, да, следуем своей цели, вот что-то упорно пытаемся пробить, да, все-таки свет в конце тоннеля увидеть. Хорошо. Сейчас мы с вами разберемся. Небольшая характеристика. Небольшая такая характеристика. Ну, тут еще, смотрите, карта страшного суда. Я вот когда запрашиваю, да, вот, я как знаешь, такое ощущение, что мы из темницы, короче, копаем какой-то подкоп, да, и вот, пожалуйста, такое ощущение, что все, твоя вот эта ложка, она упирается в какое-то подземелье, чуть-чуть, и будет спасение, даже какой-то эскейп, да, такой побег немножко. То есть у нас, видимо, задача какая-то чего-то сбежать. Окей, что нужно изменить, да, в текущей ситуации? Что нужно изменить? Да слушайте, ну я не знаю, орел обитания, страну, знаете, императора. Сейчас я немножко раскрою императора, потому что это в первую очередь про управление жизнью. Бывает такое, что мы сами свою жизнь не управляем. Бывает такое, что мы сами своей жизнью не управляем. Знаешь, как начинаем, получается, за здравие, кончаем за упокой, да, то есть мы сливаемся, то есть у нас вот такой, знаешь, энергетический подъем, потом спад, да, такие качели. Сейчас немножко раскрою императора, потому что у нас не задача сегодня мужчин в твоей жизни рассматривать, которые правда могли повлиять. Ну, нужно вот изменить энергию императора, да, что с ним не так, где он там поломался, расскажи мне. Он как-то слишком несерьезно относится к своим обязанностям, да, не хватает ему ответственности или что? Или наоборот, он должен понимать, не твой внутренний император, да, что все должно быть в кайф. Понятно, он не понимает, как рутинные дела превратить в кайф, как получать от этого удовольствие, да, потому что его это все начинает очень сильно напрягать. Это какой-то, знаешь, момент внутреннего выгорания, да, потому что то, что раньше приносило тебе радость, оно не приносит. Такое ощущение, что вот эта, знаешь, энергия как раз создалась. Тоже ничего страшного, потому что такое бывает, когда, например, мы что-то выбираем одно, да, оно нас не устраивает, и мы как будто свой выбор немножко рассоздаем, понимаешь? И вот ощущение, что есть вроде королевство, короче, которым либо не хочется управлять, либо это все грустно тебе, понимаешь? Такая немножко вампирская энергетика.
да. Я познал вечность, кто понял, жизнь тут не спешит работать, да. У него душа красивая, тайны страшные в ней кроются. В сердце древнего вампира, там вечность нежная покоится. Ну, вот что такое, видишь? Потому что ощущение, что мы несколько расфокусированы, мы не можем себя собрать. Нам действительно не хватает вот этой энергии императора, которая, по сути, стукнет вот так вот, знаешь, по столу вообще. Да, и вот этот момент лояльности по отношению к себе, он немножечко станет меньше. Потому что нас нужно напинать. Мы все ждем волшебный пендаль. Мы ждем, знаешь? Поэтому слишком ушли в состояние какой-то раздробленности. А выше уже говорят: слушай, ты что творишь-то вообще? Ты что творишь? Ты знаешь, какой-то момент рассеянной магии, да, момент разбазаривания, момент, когда мы не понимаем ценности ни в себе, ни в окружающих, да, то есть, может быть, мы не понимаем ценности достаточно высокой, там вот доступы. А я сейчас опять же как врач привожу пример, это, видимо, моя как тоже немножко личная такая триггерная ситуация. Это касается того, что мы, правда, можем обесценивать свой труд в любой вообще сфере. Опять же, если мы с вами говорим немножко про магические преобразования, это про то, что признай свою ценность. Признай ценность времени, которое ты вложила, да, в получение знаний, да. Признай ценность своей жизненной энергии, не надо работать на ней, пожалуйста, если ты работаешь с людьми. И поскольку здесь как бы расклад общий, я сейчас многое не буду говорить, я знаю, например, про себя, что я достаточно часто и много говорю информации, которая в свободном доступе, а потом я ухожу в сопротивление. Мне это не нравится, правда. И я понимаю, когда я стала вводить в закрытый доступ, было очень много претензий. Я с этим справилась. И это как раз позиция по второму варианту, что, может быть, вам немножко нужно перестать думать о том, что подумают другие. Может быть, здесь нужно признать либо свою ценность, либо ценность полученных знаний, ценность времени, ценность потраченных денег. Не разбазаривайте, пожалуйста, ваш труд, иначе вы будете выгорать. Поэтому, в принципе, здесь могут закрываться какие-то каналы магии, потому что у вас прям вода в попе не держится. Понимаете? По второму варианту. Видишь? И получается, что ты, как вот тебе дали доступ там, в библиотеку, а ты раздаешь твой личный доступ. Так не надо. Тебе его не просто так дали. Вот, понимаешь, что нужно трансформировать это всей магической энергией? Хорошо, как вот эту всю историю, да, трансформировать? Я даже не буду тебе переворачивать королеву мечей, которая говорит о том, что мы уходим прямо в состояние, что мы все закрыли по максимуму, да, что мы не хотим показывать. Там вот из серии тебе говорят: ой, а что ты такая удачливая? Ты такая: да я вот это там листик там, клевер 4-листный нашла, сожрала. Или, допустим, а я ношу аметист там в сумке, а мне там чего-то там, не знаю, танзанит в ухе, там. Не надо рассказывать о том, что вы делаете. Не нужно рассказывать про ваши методы. Не нужно становиться достаточно доступными, потому что вот в вашем окружении есть люди, которые просто это все украли. Это даже не считается кражей, как открытый микрофон. А потом, соответственно, просто это все, поскольку они видят в этом ценность, и они это все интерпретируют под себя и получают профит. Вы не получаете. И, соответственно, если вы будете вот это продолжать, вот этот базар-вокзал, вас будет лишать магической силы. Вас предупредили, потому что, видимо, знаешь как, тебя хотят предупредить на самом деле о том, что нужно быть более осторожным. Это типа такая, прям как славный малый, знаешь. Вот говорят, там, рубаха парень, или там последнюю рубашку, отдашь. Вот что ты делаешь в магии, расскажи мне. Если нет понимания ценности того, что у тебя есть. Если ты болтун-находка для шпионов. Что ты здесь делаешь? Понимаешь? Что тебя просто отчислят из твоего Хогвартса. Это я тоже своих девчонок спрашивала: а как вы думаете, говорю, почему кто-то из тарологов растет, кто-то не растет?
И была одна фраза, которую я хочу вам подарить из моего прекрасного магического чата, с разрешения, конечно же. Это о том, что не надо карты по пустякам спрашивать, или не нужно там тревожить богов по фигне. Вот об этом вам почему-то кажется, знаете, что у вас какие-то безлимитные доступы. Да нет вообще, ребят. Да, будете так себя вести, как бы магическая сила лишат. Хорошо. Это, знаешь, про некие даже небезопасные связи, как будто вот слишком открыты, да, нужно вот немножко закрывать плащ эксгибициониста. Хорошо, и вот эти вот, если ты это будешь делать, к чему это приведет? К чему это приведет? Вот, к тому, что тебе действительно откроются новые пути познания, да, что ты сдашь экзамен, наверное, пройдешь его, да, паш пентаклей, все-таки у нас долгосрочные проекты. Это ученичество. Не знаю, может, нормально как раз наставников сможешь найти, потому что здесь вот как бы надо понимать, что в этом должна быть ценность. У тебя этого нет. Перевернутая справедливость и десятка чаш. Почему вы меня не любите? Я же так много для вас делаю. Потому что здесь, наверное, ощущение, что мы хотим задобрить, да, богов, когда что-то поломалось. А поломалось как бы по той причине, что мы это все раздавали направо и налево, и на нас немножечко разгневались. А мы сидим типа и ждем, да, когда же нас простят или с нами выйдут на взаимодействие. Ну, то есть потому что мы, имея, не ценили, как бы, да, а потерявши плачем. Для многих из вас действительно придется начинать заново. Но благо, что вас абсолютно не отворачивает от источника. Но поскольку вы какие-то слишком бесхитростные, то вас очень легко обмануть. Вы видите, да, по пятерке мечей. Вы действительно можете натворить дел в магическом мире. Поэтому, чтобы вы не были как немножечко, да, есть такое животное с гранатой. Вот, лап чуть-чуть прям изолировали. Окей, троечки, привет. Здрасте, троечки. Как ваши дела? Как ваши там магические энергии? 3 варианта, которые помогут разобраться, что же у нас с нашей магической энергией, как она взаимодействует, что мы можем изменить, а что не можем изменить, к чему это приведет. И работаем на Таро Барбары Мур безотносительно каких-то персонажей противоположного пола в вашей жизни, потому что расклад полностью вам посвящен, вам любимым. Все для вас, и рассветы, и туманы, и моря, и океаны. Вот это все. Хорошо. Так, хорошо. Что посмотрим? Посмотрим, что вы делаете неправильно, да? Что вы делаете неправильно сейчас, на данный момент? Вы слишком ушли в себя, вы слишком в себе все носите, да? Ну, слушайте, в отшельнике красиво, в принципе, энергия. Наверное, дело в том, что вы там засиделись. Я сейчас посмотрю, почему отшельник. Потому что в отшельнике как бы сокровище души. Может, вы просто ими не делитесь? Почему отшельник негативный? Понятно. Ощущение, что мы немножко отлетели башкой по третьему варианту. И, скорее всего, наши знания мы не можем применять в магическом мире, потому что мы оторвались от понятия как вверху, так и внизу. Эти карты показывают некое отсутствие заземленности. Да? Да, это старшие арканы. Да, вполне возможно, это такой период, который необходимо пройти, потому что ты раньше слишком, например, был материалистом. И если в нашем раскладе преобладает, у тебя, смотри, сразу 2, да, старшие арканы высокого порядка, потому что это у нас получается 7, 14, а 2, 3 седмица, да, то есть это уже даже арканы не сознания, потому что у нас до колесницы сознания, потом надсознание, подсознание и прочее, это уже, знаешь ли, вмешательство высших сил.
Это уже, знаешь, коллективное сознание. Это ты, видимо, подключен к какому-то там супер высокому источнику, а может, общаешься даже прям с богами, но ты что-то делаешь не так. А что ты делаешь не так? Понятно. А ты не понимаешь, чего они от тебя хотят, ты не понимаешь вот этого перехода, который должен уже случиться. Там в качестве спойлера я как-то тащила карту дня, как раз была шестерка мечей. Может быть, вы немножко, да, будете чуть-чуть в синхроне с этим всем. Это говорит о том, что вот ваша личная шестерка мечей, вы как будто не разрешаете Харону перевести себя, потому что если вспомним, да, в шестерке мечей он перевозит нас на другой берег, то есть это и новый уровень жизни, и сознания, и познания и так далее. Вы застряли и не видите новых возможностей, да. Возможно, это уже должен быть переход на следующий уровень. Или, например, в магической практике. Ну, это опять же приведу пример о том, что я саботирую работать с мертвыми, при этом как бы я знаю, что я в этом ресурсна, потому что я, например, там делаю эти практики для своих. Даже справилась с магическими атаками. Но я туда не хочу, да, и я прекрасно понимаю, что это моя личная шестерка мечей, потому что это могло бы дать мне ресурс. Ну, какой-то, да, или я там должна и важна, вот видишь, выкачаешь. А я туда заведомо не иду. А ты что не идешь? Давай посмотрим. Шестерка мечей перевернутая. У тебя страхи, да? Ты чего-то боишься? Ты чего-то боишься? И говоришь, да, ну не надо мне то, что вы мне тут даете, ребята, оно мне не надо. Чего по факту боишься? Боишься не справиться с ответственностью, да? Ты боишься, что это подвох, ты боишься, что это может быть какой-то магический контракт. И такое ощущение, знаешь, что, господи, там прикольно. Вот ты, когда общаешься с вот этими существами высшего порядка, такое ощущение, что какое-то набивание цены. Этой серии, ну да, давайте, ну поговорите со мной, ну поуговаривайте меня, ну давайте приснитесь мне еще, ну расскажите мне, какая я классная и значимая. Понимаешь? Ну, то есть вот какая-то такая история. Да, я знаю, что вы, допустим, там, не знаю, тратите свое земное, неземное время, но это как бы, да, в контексте там материального мира, потому что времени нет, да, но я такая бла-бла-бла. Что вы тут мне это говорите, да, бла-бла-бла. Так хочется вам подзатыльник залепить. Ну, я, извините меня, да, не те существа-божества, которые с вами общаются, потому что я с вами вообще не вышла на контакт. Нафиг мне нужно ваше бла-бла-бла, сидите дураками, да? А у тебя, знаешь, наверное, какая-то личная внутренняя, то ли девятка мечей, то ли что-то еще, потому что ты как-то обезьянка. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу. Они тебе не желают зла вообще, да? Тройка чаш вообще не желают никак. А вот это вот как раз двойка мечей, это твое личное, да? То есть у тебя еще не хватает доверия, чтобы туда пойти или там с ними как-то взаимодействовать, потому что там же злые волки. Ни за что на свете не ходите, дети, да, в астрал гулять. А у тебя мертвые, правда, котик мой. Тут вот они прям пытаются выйти на контакт. Чему-то учить тебя хотят, да, взаимодействием с миром мертвых, кстати. Представляешь? По роду у тебя идет, по крови. А там просто сила не принята по материнской линии. Ну, так говорят, по крайней мере. У кого-то из вас я точную информацию сообщаю. Это когда мне, знаете, говорят, что общие расклады типа не работают, вот это все, знаете, новая хайпушная тема пошла обсирать, короче, все это. Я говорю, ну, потому у кого не работает, то хреновый таролог. Все. Да, поэтому давайте как-то это называть вещи своими именами. Хорошо, а вот это вот все, как мы можем поменять и как мы можем трансформировать? Ух ты! А знаете, здесь на самом деле Земля, и при этом Земли достаточно большое количество, да? Король Пентаклей, перевернутый. Знаете, я сегодня, поскольку, видимо, после манифеста нахожусь в весьма странном потоке, и для кого-то это прям важно. А кто-то из ваших мертвых, который то ли не захороненный, то ли без вести пропавший, пытается выйти с вами на контакт. То есть вас это, правда, все может преследовать, пытается выйти на контакт с вами. Через сны, через сознание, через, смотри, да, туз мечей. Зачем?
Да достаточно давно уже, знаешь, уже, видимо, задолбался, да? Зачем? Тройка жезлов. Да показать на самом деле пусть, но у меня ощущение, что это даже может быть не человеческая душа, не человеческая сущность, а из серии «А чего ты там боишься? Ты же просто тупо не знаешь, как там все устроено». Я же, конечно, не буду тут чужие инициации разглашать, но вот просто намекну о том, что то, что нам кажется раем, и то, что нам кажется адом, знаете, мы можем верить в чужую систему ценностей, но когда мы там и когда мы здесь, вверху и внизу, когда мы сами на опыте, и вот тогда, наверное, мы можем все верить. Потому что у каждого своя истина, и показывает просто, что вы не берете знания, но при этом не берете знания, которые связаны больше с землей. Это, опять же, подземные какие-то этажи. Там прям тайные знания. Наверное, знаете, да, что по сути большинство демонов — это языческие боги, да, которых называем демонами. Может, какая-то такая история, знаете? Что у вас есть какие-то предрассудки, и при этом это просто пласт сумасшедшей крутой информации и тайных знаний, вас там ждут. А вы считаете себя недостойными, да? Украденные знания, смотрите, 7 мечей и карта Луны. То есть, смотри, я туда хочу, я знаю, что там классно, но я не хочу нести ответственности, а я прекрасно понимаю, что надо, что если я эти знания получаю, мне с этими знаниями нужно что-то делать. А я их просто хочу украдкой урвать, и унести для себя, да? А так тебе их не дают. У тебя, кстати, по роду, скорее всего, вот эта ситуация была. Королева Пентаклей, 6 чаш. У тебя в роду, смотри, была женщина, которая пыталась практиковать, но при этом, скорее всего, исключительно в свой личный профит. Где-то перегнула палку в какой-то, может быть, своей жадности, и вроде как тебе можно уже сейчас попытаться восстановить справедливость. Этой женщины нет в живых, но, может быть, знаешь, про нее могли что-то рассказывать. Ух ты! Вполне возможно, могла разочароваться в традиционной религии, и посмотри, кому могла уйти, да, карта дьявола и как бы туз жезлов. Может быть, знаешь, там, может, мессы, может, жгла свечи, там, черный каким-нибудь, да, покровителю своему. Тебя вполне возможно туда тянет, а ты вот, потому что, знаешь, не только тебя тянет, нужно просто вот разобраться в этом всем. Что это такое, да, почему тебе туда интересно. А так, ты знаешь, ощущение, что проводник вообще между двумя мирами, но вот один мир ты часто посещаешь, а есть те, куда тебе надо, и дверь открыта, но тебе кажется, что там страшно и ужасно. Но у тебя есть туда доступ, потому что по роду туда доступ был, у тебя ключ есть, ты как будто сама эту дверь не открываешь, у тебя на шее висит ключ. Окей, хорошо, а если ты вот это все поймешь, что я тебе сейчас говорю, к чему это приводит? На тебя как будто обращает внимание, да? 2 жезлов. Тебе, правда, какие-то новые двери открываются. Много при этом, смотри, много, да? То есть та дверь, которая ты боишься открыть, а еще и новые какие-то. Да? То есть то, что ты раньше считала несправедливостью, почему там всем доступы, все такие это, а у меня этого нет. Ну, именно как бы по той причине, что вот твое тело не принимало, ты там сопротивлялась относительно родовой системы, у тебя было большое количество предрассудков. Вот они не открывались, понимаешь? А как только ты начинаешь в этом как бы разбираться, да, то двери начинают открываться. Да? А как только ты начинаешь понимать и осознавать ценность вот этих знаний магической, да, вот этой энергии, трансформации, да, что это действительно что-то очень мощное, очень крутое, что это правда может быть про изменение жизни, когда ты перестаешь обесценивать это все, да, когда ты вот как ребенок 5-летний с открытыми глазами, в ощущении чуда, предвкушении, да, с вот этим вот максимальным доверием к миру, потому что мир тебя, как тебе сказать, не будет тебя обижать. И вот тогда открываются двери. Потому что защитник у тебя есть, смотри. 9 жезлов, колесо фортуны, только ты сейчас идешь через сопротивление, а там такое ощущение, что это просто шведский стол.
потому что у тебя очень мощная связь как вверху, так и внизу, да, опять же, и пришло время открыть те двери, которые ты ранее боялась открыть. Вот такая была у нас позиция по третьему варианту. А с вами была я, ваша нейроведьма.